Без энергии в современном мире не прожить. Мы сталкиваемся с этим на каждом шагу. Стоит только вспомнить, сколько раз разрядившийся смартфон ломал все планы на день. Но это лишь маленькая толика нашего быта. Без энергии у людей не будет тепла и света, чистой воды, остановится производство. А при дальних путешествиях к звездам эта зависимость увеличится во 100 крат. Энергия нужна для движения космического корабля, его освещения, производства пищи, необходимого для дыхания кислорода, ну и далее по очень длинному списку. Как все это обеспечить? Ученые говорят, что сама Вселенная скрывает неисчерпаемые источники энергии. Давайте примерим на себя роль космических старателей и отправимся на поиски этих бесценных залежей. Где находится внеземной Персидский залив? И можно ли добыть энергию буквально из пустоты? Попробуем это выяснить. Прежде всего отметим, что понятие энергии впервые употребляется Аристотелем в его работе «Физика». Однако античный философ имел в виду деятельность человека. В привычном нам понимании термин начали использовать только в начале XIX века благодаря английскому ученому Томасу Юнгу. В качестве топлива в те времена использовали каменный уголь, но появились и оригинальные идеи. Например, люди видели, какой силой обладают молнии, потому им приходила мысль этим воспользоваться. Действительно, в среднем один грозовой разряд несет в себе гигаджоуль энергии. Этого достаточно, чтобы вскипятить почти 3 тонны воды. Но до сих пор не существует аккумуляторов, способных вместить такое колоссальное количество энергии за мгновение. То же самое с ураганами. Средняя буря заряжена значительно больше, чем мощная атомная бомба. А вот воспользоваться их силой мы пока не можем. Основными источниками энергии для нас остаются каменный уголь, нефть и газ. К сожалению, они загрязняют экологию, приводят к глобальному потеплению, и люди давно ищут что-нибудь не такое вредное. Во многом здесь помогает вода. Существуют, например, электростанции, использующие силу морских и океанских приливов. Если посмотреть на США, то во всех штатах часть электроэнергии вырабатывается с помощью гидроэлектростанций. Ветер человек тоже приспособил для собственных нужд. Ветряные электростанции обеспечивают примерно 1,5% всего электричества в мире. Это, конечно, немного. Но есть вид альтернативной энергии, который уже полностью обеспечивает целое государство. Вернее, пока одно. Токелау – первая страна в мире, где 100% энергии вырабатывается солнечными панелями. Только вот по территории это лишь 3 острова, общей площадью всего в 10 квадратных километров. Так что говорить о торжестве солнечной энергетики сейчас не приходится. Хотя теоретически света нашей звезды хватит для удовлетворения всех потребностей человечества. И, конечно, специалисты делают все, чтобы это направление развить. На Земле для добычи энергии звезды в основном используют солнечные панели и батареи. Они превращают свет в электричество очень простым способом. Фотоны, падая на полупроводники, вызывают движение электронов. Соединяя ячейки последовательно и параллельно, можно таким образом получить нужное напряжение тока. Однако Солнце по полной работает только при хорошей погоде. И в среднем можно использовать лишь около 25% своей номинальной мощности батареи в течение года. Это вынуждает электросети полагаться на другие источники питания, когда солнце не светит или при облачности. А если подняться выше, в космос? Специалисты говорят, что результаты получатся просто фантастическими. В сравнении с наземными панелями процесс преобразования солнечного излучения в электричество на орбите имеет немало преимуществ. Это прежде всего отсутствие земной атмосферы, которая поглощает и рассеивает от 30 до 50% лучей звезды. В космосе данной проблемы не существует, а интенсивность солнечного излучения там приблизительно в 10 раз выше, чем на Земле. На орбите можно собирать намного больше энергии, причем практически круглосуточно. У спутников, которые будут генерировать силу лучей звезды, не будет никаких временных ограничений. Исключением станут лишь несколько минут в день, когда Земля будет проходить между спутником и Солнцем. Солнечные панели космического базирования по расчетам сумеют постоянно генерировать 2000 гигаватт энергии.
Это в 40 раз больше, чем солнечная панель могла бы вырабатывать на Земле ежегодно. Однако, чтобы питаться от Солнца с орбиты, аэрокосмическим инженерам придется решить несколько технически очень сложных задач. Насколько реальным и экономически рентабельным им представляется проект космической солнечной электростанции? И поможет ли она нам полностью отказаться от ископаемых ресурсов? Космическую солнечную энергию, как мы говорили, планируется собирать на земной орбите при помощи спутников. Аппараты оснастят массивными фотоэлектрическими элементами. Для организации процесса беспроводной передачи энергии на Землю спутники планируют делать лазерными или микроволновыми. Лазерный спутник – продвинутая идея, и этот технологический прогресс достаточно прост. Он включает сбор излучения с помощью отражателей или надувных зеркал. Вся энергия направляется на солнечные панели, а затем на Землю через лазер. На планете это излучение преобразуется в электричество. Если брать космическую часть процесса, то все аппараты можно разместить чрезвычайно низко, всего в 400 километрах над Землей. Также их планируется делать очень маленькими, потому их запуск обойдется относительно дешево. Большой минус здесь – зависимость эффективности лазерной передачи энергии от погодных условий. При облачности и дожде лазерный луч может рассеиваться при прохождении через плотные грозовые облака. В результате он существенно растеряет заряд по пути на Землю. Тем не менее, эффективность одного лазерного спутника может составлять от 1 до 10 мегаватт. Этого достаточно для обеспечения потребностей небольших локальных объектов. К примеру, такие аппараты хорошо подойдут для обслуживания лунных или марсианских орбитальных станций и наземных баз. Микроволновые панели – другое дело. Суть этой технологии в том, что солнечная энергия станет конвертироваться в микроволновое излучение высокой интенсивности. Затем она будет передаваться на специальные принимающие микроволновые антенны Земли. Там микроволны снова превратят в электричество и распределят конечным потребителям. Такие спутники могут генерировать значительно большую мощность, чем лазерные, выдавая 1 гигаватт электроэнергии. Этого хватит для обеспечения потребности в электричестве довольно большого города. Также, в отличие от лазерной, микроволновая передача энергии не зависит от погодных условий. Ее высокочастотные волны с легкостью проходят через плотные облака и практически не теряют мощности. А возможность передачи энергии со спутника на приемные станции, находящиеся в разных уголках мира, сведет к нулю расходы на раздачу электроэнергии. Больше не нужно будет передавать электричество посредством километров линий электропередач. Достаточно просто направить спутник на нужную приемную станцию на Земле и напрямую ее запитать. Однако у микроволновых спутников существуют и недостатки. Главными из них являются колоссальные размеры самих аппаратов, а также приемного оборудования на Земле. Так, для достижения мощности в 1 гигаватт диаметр волнового приемника на планете должен составить несколько километров. Помимо этого, запуск таких массивных объектов Земли пока не представляется возможным. То есть сборку микроволновых электростанций придется проводить на орбите. Она потребует от строителей сотен космических запусков составных модулей. Дело осложнит и высота, на которую нужно будет поднять эти спутники. Они должны функционировать примерно в 35 тысячах километрах от Земли. Столь огромная высота в настоящее время делает фактически невозможным техническое обслуживание и ремонт подобных электростанций. Однако энергетическая эффективность микроволновых спутников перекрывает их недостатки. И работа над проектом продолжается. Причем количество игроков на этом поле возрастает. Так что солнечные микроволновые спутники, по прогнозам, могут появиться уже в следующие 10 лет. Конечно, перед этим придется решить еще ряд серьезных инженерных проблем. Прежде всего, это касается преобразования электрической энергии в микроволновое излучение. Во время передачи на Землю оно частично рассеивается в воздухе. Там его вновь нужно будет перевести в электричество, что опять повлечет за собой потери в мощности.
Проблема столкновения спутников с орбитальным мусором окажется также очень острой. Если в аппарат врежется какой-то обломок или метеорит, он может отклонить микроволновой луч и направить его мимо приемника на Земле. Не менее сложной задачей, как мы уже отмечали, являются колоссальные размеры солнечных орбитальных электростанций. Площадь одного микроволнового спутника может составлять приблизительно 10 квадратных километров. Для строительства таких гигантских инженерных сооружений потребуются прочные и сверхлегкие материалы. Всю конструкцию можно будет вывести на орбиту поэтапно при помощи запуска созвездий спутников-модулей. Или, возможно, удастся поступить проще – просто напечатать на 3D-принтере отдельные модули электростанции прямо на орбите. Затем там же можно провести их сборку. Это существенно удешевит строительство на орбите солнечных электростанций. Хотя запуск станции для 3D-печати модулей тоже невероятно сложный процесс, как и вывод готового спутника Земли. Над решением проблемы уже активно работают компании по всему миру. Так, американская Reflect Orbital предлагает эффективный способ увеличения мощности солнечных электростанций. Компания планирует запустить созвездие мини-спутников, оснащенных большими отражающими зеркалами. Аппараты будут направлять концентрированные лучи солнечного света на Землю. Ориентировочно рой составят 57 небольших спутников, которые поднимут на 600 километров над Землей. Каждый аппарат будет относительно небольшим, весом всего 16 килограммов. Зато в целом созвездие составит значительную силу. Он сможет развернуть на орбите большое зеркальное полотно размером 10 на 10 метров. Его изготовят из очень прочного изоляционного пластика под названием Mylar. Рой будет совершать 2 оборота вокруг земного шара каждые 24 часа. Недавно компания в тестовом режиме подняла зеркало на воздушном шаре на высоту 2,7 километра над солнечной фермой. Это позволило электроэнергии генерировать около 500 дополнительных ватт на квадратный метр панели. Австралийская компания Solar Space Technologies разрабатывает свой спутник, который хочет запустить в 2027 году. Он будет представлять собой не созвездие отдельных аппаратов, а единое сооружение из множества строительных блоков. Их монтаж проведут прямо на орбите. Китайские специалисты разрабатывают собственную концепцию спутника под названием «Омега». Система состоит из сферического солнечного коллектора, массива фотоэлектрических элементов, модулей управления и распределения мощности. Также в ее состав войдет микроволновая антенна передач. Правда, Омега, вероятно, появится на околоземной орбите не ранее 2050 года. Однако конструкция по заявленным характеристикам стоит таких ожиданий. Предполагается, что аппарат сможет генерировать и передавать на Землю до 2 гигаватт электроэнергии. Это эквивалентно работе примерно 6,25 миллиона наземных солнечных панелей. Таким образом, технологии космической солнечной энергетики на Земле еще в самом начале своего пути. Однако, несомненно, будут развиваться. Хотя бы потому, что по прогнозам к 2050 году потребность энергии в мире увеличится на 50%. Одно из самых крутых направлений для космических путешественников в таких технологиях – создание солнечного топлива для кораблей и орбитальных станций. Его уже применяют различные миссии. Важное условие здесь – компактность солнечных панелей. Например, огромные крылья Международной космической станции сделаны из очень тонких панелей. При транспортировке на орбиту они были сложены гармошкой, что упростило процесс. А потом конструкцию развернули, что дало возможность снабдить космонавтов на МКС необходимой электроэнергией. Словом, солнечные панели хорошо проявили себя в пространстве, но, конечно, они имеют недостатки. Например, устройство постепенно деградирует в условиях постоянного космического излучения. Из-за этого для длительных миссий их площадь необходимо рассчитывать с запасом. А увеличение массы в какой-то момент делает их слишком тяжелыми по сравнению с другими конструкциями. Однако все же Солнце очень надежный партнер.
Еще в 1958 году США запустили спутник «Авангард-1», первый в мире работающий на солнечной энергии. Он до сих пор находится на орбите и, по прогнозам ученых, способен там оставаться еще сотни, если не тысячи лет. Кроме того, Солнце может питать межпланетные станции и космические телескопы, и даже стать безопасной альтернативой ядерным реакторам на корабле, который полетит на Марс. А в Европейском Союзе сейчас идет разработка системы беспроводного питания наноспутников, которая позволит заряжать компоненты накопителей энергии на аппаратах микро- и нано-размеров. Космический туризм также, вероятно, получит свой бонус. Солнечная энергия позволит заправить топливом туристические суда, осветить и обогреть каюты в жестких условиях космического холода. Словом, наша горячая звезда, внутри которой непрерывно кипит термоядерный синтез, может многое. Хотя холод нам тоже может очень пригодиться. Но как это может быть? Мы же знаем, что стужа, наоборот, связана для людей с дополнительными энергозатратами. Оказывается, что так происходит не всегда. Международная группа исследователей из США и Японии разработала устройство, которое генерирует электричество с помощью холода. Эта технология поднимает эффективность солнечных батарей в условиях слабой солнечной активности или при ее отсутствии. Новая идея ученых, связанная с холодом, позволяет получить электроэнергию даже ночью. Для этого специалисты разработали модифицированные солнечные панели, черпающие силу из заледеневшего пространства. Устройство оснащено инфракрасным фотодиодом-полупроводником, дающим энергию за счет разницы температур между Землей и космосом. Прибор будет использовать тепло нашей планеты, которое она набирает от Солнца днем и сохраняет ночью. Новый фотодиод улавливает космический холод, чтобы остыть сильнее, чем металлическая подложка под ним. Охлажденное таким способом зеркало затем принимает тепловую энергию от более нагретых элементов. Правда, такой способ пока малоэффективен. Ученым удалось получить лишь 64 нановатта электроэнергии на квадратный метр. Со временем создатели устройства планируют увеличить этот показатель до 4 Вт. Но все равно пока получится мизер. Современные солнечные панели генерируют от 100 до 200 Вт электричества на квадратный метр. Но это не единственный холодный опыт. Калифорнийская компания разработала устройство для генерирования электрической энергии в результате соприкосновения со снегом. Подобный эффект возможен из-за возникновения электрического заряда при трении определенных материалов. Мельчайшие частицы снега несут положительный электрический заряд, а в качестве отрицательного заряженного материала разработчики использовали кремний. Такое устройство можно разместить прямо под снегом или, например, прикрепить к колесу велосипеда и даже подошве обуви. С мощностью у этого аппарата все обстоит неплохо. Устройство способно генерировать электромагнитное поле силой до 0,2 МВт на квадратный метр. Для сравнения, яркое освещение в большом помещении создает лампа накаливания в 20 Вт на квадратный метр. То есть снег может включить 50 тысяч таких ламп. Это круто. Но настоящее энергетическое Эльдорадо скрывает не снег. И вообще оно не на Земле. Чтобы найти это волшебное место, мы отправимся в космос. Далеко лететь не придется. Луну называют настоящим Персидским заливом 21 века. Что скрывает в своих недрах маленький спутник? Он, как канистра, наполнен каким-то особым топливом или дело в чем-то другом? Луна, как выяснилось, богата редким изотопом гелия-3 и может обеспечить всех жителей Земли чистой энергией. Давайте разберемся, что это за энергетическое чудо и как оно работает. Когда два фотона объединяются в нейтронном и двумя электронами во время процесса термоядерного синтеза на Солнце, то получается гелий-3. Затем его разносит по космосу солнечный ветер. Изотоп достигает Земли и натыкается на преграду. Его не пускает на планету магнитное поле, но некоторые частицы все же проникают в атмосферу. Также гелий-3 производится в ядре Земли,
а затем выходит на поверхность и попадает в атмосферу. Оттуда он улетает в космос. Но ядро планеты создает очень мало этого изотопа. Ученые считают, что каждый год в атмосфере Земли концентрируется лишь от 300 граммов до 2 килограммов гелия-3. Если мы посмотрим на Луну, то она это вещество не производит. Зато у нашего спутника нет атмосферы и защитного магнитного поля. А потому ничто не мешает солнечному ветру доставлять на ее поверхность гелий-3. Поскольку на спутнике не происходит активных геологических процессов и круговорота веществ, находящийся на поверхности реголит миллиарды лет накапливает гелий. Считается, что на спутнике Земли можно обнаружить примерно 1,2 миллиона тонн ценного изотопа. Ученые из университета штата Висконсин оценивают стоимость его тонны в $4 миллиарда. По другим расчетам, основанным на сравнении с нефтью, гелий-3 еще дороже. Тонна изотопа заменяет 20 миллионов тонн нефти. Современная стоимость черного золота в среднем составляет сумму около $50 за баррель. 20 миллионов тонн нефти обойдутся в $10 миллиардов. Таким ценным гелий-3 делают экологичность и энергетическая эффективность термоядерного синтеза на его основе. Овладев этим процессом, человечество получило бы практически вечный и чистый источник энергии. Недаром все ведущие страны мира стремятся создать подобную технологию. Компания Интерлун из США привлекла инвестиции в размере $15 миллионов для добычи гелия-3 и доставки его на Землю. Сейчас инженеры работают над созданием посадочного модуля, который будет искать места концентрации гелия-3 на Луне. В Интерлун заявляют, что у них есть необходимые технологии для добычи гелия-3 на Луне, которые к тому же не требуют больших затрат. То есть добыча этого источника чистой энергии и доставка его на Землю вполне экономически выгодна. Однако детали проекта пока не проясняются. Российские ученые, в свою очередь, хотят действовать старыми, но надежными способами. Они предлагают бульдозерами сгребать с Луны чудо топлива и вывозить его оттуда грузовыми кораблями. Ученые уже рассчитали, что в год хватит 2-3 полетов космических кораблей грузоподъемностью в 10 тонн за год. Причем затраты на их курсирование окажутся в десятки раз меньше стоимости электроэнергии на атомных электростанциях. В целом же лунные запасы гелия-3, по их мнению, могут обеспечить человечество энергией на 2000 лет. Правда, добычу его предполагают начать лишь через 30-40 лет. Однако к разработке самого проекта ученые планируют приступить уже в ближайшее время, пока проведение работ оценивают в $25-30 миллионов. Китайские ученые, в свою очередь, предлагают идти необычным путем. В августе 2024 года они заявили, что построят на Луне метательную установку. Устройство будет состоять из 50-метровой стрелы и сверхпроводящего электродвигателя. Он начнет раскручивать стрелу до достижения второй космической скорости. Разогнанные таким способом капсулы с изотопом будут метать в сторону Земли. По расчетам авторов технологии, она удешевит доставку на 90%, а развернуть саму установку на нашем спутнике можно за 20 лет и 130 миллиардов юаней. Однако на пути к достижению цели все проекты наверняка столкнутся с огромными трудностями. Одна из самых серьезных в том, что на Земле пока отсутствует технология управляемого термоядерного синтеза. Задача не решена, несмотря на многолетние усилия, даже для более простой реакции на дейтерии и тритии. Синтез же с участием гелия-3 требует еще более жестких условий. И вообще, как говорится, голыми руками этот изотоп на Луне не возьмешь. Содержание его в грунте спутника реголите зависит от многих факторов, а концентрация его очень важна. В среднем из 1 тонны можно добыть всего около 10 миллиграммов гелия-3, так что для извлечения тонны нужно перебрать 100 миллионов тонн грунта, то есть участок лунной поверхности площадью 20 квадратных километров. Причем придется рыть на глубину 3 метров, а может и более. Таким образом, чтобы организовать добычу гелия-3 в промышленных масштабах, потребуется развернуть на спутнике целую индустрию.
Во-первых, надо вскрыть и переработать лунный грунт на площади в сотни квадратных километров. Затем следует выделить нужное вещество из реголита при температуре 600-800 градусов, а из него уже получить нужный изотоп. Гелий-3 для целей транспортировки также придется сжижать и где-то хранить. Со всеми перечисленными процессами неизбежно связаны потери. Понятно, что первоначальные затраты на все это будут чрезвычайно велики. Для того, чтобы обеспечить только подготовительную стадию работ, понадобится доставить на Луну сотни тонн машин и материалов. Интенсивность полетов на трассе Земля-Луна должна составить несколько запусков в год. Добыча гелия-3 неизбежно потребует целого ряда сопряженных производств. Зато при переработке грунта и десорбции этого вещества в больших объемах также будут выделяться другие элементы, в том числе водород и углерод. Не составит особого труда также наладить изготовление кислорода из силикатов. Это значит, что непосредственно на Луне можно организовать производство топлива и окислителя для ракет-носителей. Еще реголит богат титаном. Его выплавка позволит производить тяжелые элементы конструкций и корпусов ракет прямо на спутнике. С Земли потребуется доставлять только высокотехнологичные элементы. Необходимая для жизнедеятельности людей и некоторых технологических процессов вода также может производиться на спутнике. Кроме того, развертывание постоянных баз позволит использовать Луну как космодром для масштабных исследований Солнечной системы. И всему этому может дать толчок добыча гелия. Но, допустим, мы получили его в огромном количестве прямо сейчас. Никакого энергетического прорыва быстро все равно не произойдет. Ведь мы не знаем, как запустить термоядерную реакцию с помощью гелия. Но можно воспользоваться объектами, внутри которых данный процесс уже идет. Это, конечно, звезды. Светила пышут безумным жаром и ярко сияют в небе из-за термоядерного синтеза в своих недрах. Они действительно обладают неисчерпаемой энергией. Мы уже убедились, что даже на расстоянии в миллионы километров лучи Солнца способны на многое. А представьте, сколько энергии получилось бы добыть напрямую из звезды, подлетев к ней поближе. Такие идеи уже есть. Осталось выяснить, насколько они реальны. Еще в 1960 году американский физик-теоретик Фриман Дайсон предположил, что сверхразвитая цивилизация могла бы соорудить производство по откачке энергии звезды. По идее Дайсона, это должна быть сфера, целиком покрывающая светило на расстоянии около 2 астрономических единиц. С Земли в данном случае астрономам будет казаться, что звезда излучает энергию в глубоком инфракрасном спектре. Этим она сильно выделится на фоне своих небесных коллег. Звезду Таби подозревали в том, что ее используют для своих энергетических нужд инопланетяне. Дело в том, что Таби резко теряла, а потом набирала яркость. Однако после дополнительных исследований версия со сферой Дайсона вокруг нее не подтвердилась. Совсем недавно ученые обнаружили 7 новых кандидатов на эти сооружения вокруг звезд. Все объекты, расположенные на расстоянии примерно в 1000 световых лет от Земли, являются красными карликами. В их светимости замечены определенные аномалии. Впрочем, явление вполне может быть вызвано газопылевыми дисками звезд, облаками комет и многими другими причинами. Ладно, с поисками сооружений инопланетных цивилизаций у нас пока не получается. Тогда почему бы нам не рассмотреть подобный проект для своих нужд? Какие инженерные конструкции для этого нужны? Сам Дайсон предлагал послать к звезде множество кораблей, работающих на солнечной энергии. Они должны окружить светило, создав вокруг него нечто наподобие сферы. Плюс идея в том, что рой можно конструировать поэтапно, а энергию между ними и планетой подавать любым беспроводным способом. Или есть предложение построить сферу Дайсона в виде сплошной оболочки радиусом в 1 астрономическую единицу. Эта конструкция позволит перехватывать 100% солнечной энергии. Проблема в том, что ее инженерное решение представляется специалистам чрезвычайно сложным. Впрочем, в любом случае, на нашем нынешнем этапе технологического развития постройка сферы Дайсона невозможна. У нас нет материалов, источников энергии и знаний.
необходимых для этого. Быстрый расчет показывает, что для сбора 10% солнечной энергии на расстоянии в 1 астрономическую единицу нам бы понадобилась масса, равная 1 миллиарду земель. Солнечная система содержит массу, эквивалентную лишь 100 Землям. Из нее сфера, наверное, тоже получилась бы, но чересчур тонкая, меньше метра толщиной. В ней, понятно, никакое производство не разместить. А для строительства сооружения достаточной толщины пришлось бы демонтировать все планеты в 10 тысячах планетных систем и транспортировать их к нашей звезде. Пока для нас это звучит как нечто запредельное. Несмотря на это, теоретически эксперты все равно считают проект чрезвычайно привлекательным. Если мы хотим обеспечить себя энергией на следующие пару миллионов лет, то даже такая грандиозная стройка может оказаться вполне оправданной, и, возможно, в далеком будущем наши потомки эту идею реализуют. Тогда мы достигнем нового уровня цивилизации, второго, по крайней мере, по шкале российского ученого Николая Кардашова. Он считает, что цивилизация второго типа может напрямую употреблять энергию своего светила. Такая звездная раса способна получать 10 в 26 степени ватт в секунду. По мнению Кардашова, у человечества есть шанс преодолеть этот барьер через 3200 лет. На звездном этапе развития нашей цивилизации космические корабли будут летать на антигравитационных двигателях. Они позволят нам провести колонизацию Солнечной системы. Черные дыры здесь тоже могут нам послужить. Они скрывают столько энергии, что оставляют далеко позади другие космические объекты. Почему бы нам не использовать их в собственных целях? Мини-черная дыра, которая будет двигаться по орбите вокруг Земли, идеально подойдет. Такая себе мощная печка, которая осветит все вокруг и согреет. Но как ее затопить и приспособить для своих нужд? Ученые давно обсуждают возможные способы. Британский физик Роберт Пенроуз, например, предлагает применять энергию вращения монстров. Кроме того, есть идея воспользоваться силой не самой черной дыры, а вещества, которое в нее падает. Часть ее остается в аккреционном диске, разогревается до безумных температур и излучает сильнее звезд. Если развитая цивилизация построит вокруг вращающейся черной дыры сферу или рой Дайсона, то получит энергии сколько угодно. Хотя существует и более простой вариант. Речь идет об излучении Хокинга, предсказанном знаменитым английским астрофизиком Стивеном Хокингом. У тех черных дыр, что известно астрономам, его невозможно зафиксировать. Излучение невероятно слабое и выделяет меньше энергии, чем микроволновой фон. Как-то не тянет на замену энергии Солнца. Если брать большие черные дыры, то да. Однако мы говорим о наномонстрах, а Стивен Хокинг утверждал, что чем меньше черная дыра, тем сильнее ее излучение. И если расположить какую-то из них близко к Земле, то энергии хватит с головой. Ученые считают, что первичная черная дыра размером с атом и массой от 10-15 до 10-18 килограммов может производить электричество, которое можно извлечь. Таким образом, по расчетам, при нужных технологиях теоретически удастся преобразовать 25% входящей массы в энергию. Такая дыра может иметь эффективность, аналогичную ядерному реактору. Исследования показывают, что 25% массы альфа-частиц вокруг дыры, появившихся в результате радиоактивного распада, преобразуются в кинетическую энергию. Но тут возникает еще одна проблема. Согласно расчетам, такой маленький объект испарится всего за 1,5 года. Чтобы этого не случилось, черную дыру нужно регулярно подкармливать. Страшно представить, сколько сожрет даже мини-монстр при его безумном весе. Не пугайтесь, дыре понадобится не так уж много еды, причем ее кормление принесет больше пользы, чем вреда. Ученые рассчитали калории, необходимые для этого. Чтобы объект не испарился и излучал практически бесконечно, ему нужно 2 килограмма материи каждую секунду. После обеда он получит прилив космического адреналина и будет некоторое время работать на все 100. И даже предоставит невероятный бонус. Дыра сможет поглощать какое угодно вещество, специального топлива ей не требуется. То есть в нее можно загружать обычные отходы. Монстр все легко переварит. К
К примеру, того мусора, что мы производим на Земле за год, вполне хватит для питания одного маленького объекта в течение миллионов лет. В общем, польза будет тройная. Можно и мусор сжечь, и планету обогреть, и энергией запастись. Главное — найти подходящего кандидата. При современном развитии технологий человечеству, понятно, такое не под силу. Но в будущем вполне. Есть гипотеза, что существуют первичные черные дыры, которые образовались после Большого взрыва. И они действительно маленькие. Вот такие очень хорошо подойдут в качестве генератора. Подобную дыру можно будет поймать где-нибудь в небе, а затем подтянуть к себе. Ну или есть еще одна классная идея – создать мини-дырочку нужного размера в лаборатории. Правда, придется спрессовать огромное количество материи в очень маленьком пространстве. Это требует колоссальных энергетических затрат. Однако в целом ситуация реальная. Только для осуществления такого плана человечеству предстоит еще как следует технологически подрасти. Однако пока что эту гипотезу нельзя проверить. Ведь неизвестно, точно ли существуют первичные черные дыры. Также непонятно, как их контролировать, чтобы получить необходимую энергию. В целом же авторы исследования уверены, что теоретически такой процесс возможен. И однажды черные дыры из опасных аномалий превратятся в наших лучших помощников во время космических путешествий. Для этого ученые предлагают создать вокруг корабля огромный экран, который как парус будет наполняться рентгеновским излучением дыры. По другой теории, недалеко от ее горизонта событий нужно возвести сферу типа той, которую предложил Дайсон в отношении звезд. Это сооружение поможет преобразовать ее энергию в реактивную тягу. Недавно появилась еще одна интересная мысль. Предлагается создать галодвигатель, основанный на энергии черных дыр. Монстры, как мы знаем, отличает от других космических объектов безумная гравитация. Даже свет не может ее преодолеть и выйти наружу. Но когда свет проходит через гравитационные колодцы, то тоже получает энергию. На этом и основана идея галодвигателя. Вот как, по мнению авторов концепции, все будет работать. Космический корабль пошлет мощный луч в сторону черной дыры под тщательно выбранным углом, чтобы излучение вернулось назад. Частицы из гала прилетят обратно с более высокой энергией и придадут ускорение кораблю. Хотя все эти планы – дело не совсем близкого будущего. Пока нам трудно представить все это. С другой стороны, мы не раз сталкивались с тем, как самые смелые идеи воплощались в жизнь. И даже, возможно, когда-то реальностью окажется некий еще более фантастический проект. Ученые уже всерьез рассматривают возможность получения энергии от взрывов сверхновых, гамма-всплесков. Или если отвлечься от столь грандиозных масштабов, то почему бы не подумать об астероидах? Они тоже могут быть наполнены веществами, из которых получится черпать силу, хотя бы за счет их внутренних ресурсов. Словом, планов много. Но на какой из них вы бы поставили как на самый перспективный? У каждого есть на этот счет свое мнение, но никто наверняка не сделает ставку на космический вакуум. Энергия и пустота – понятия, кажется, несовместимые. А не хотите все же рискнуть и отдать предпочтение вакууму? Его рано списывать со счетов, по крайней мере, по мнению некоторых ученых. Они утверждают, что пустота может дать топливо, что-то осветить и обогреть. Но как? Все станет понятным, если повторить опыт нидерландского физика Хендрика Казимира. Его идея заключалась в том, чтобы поместить два металлических предмета очень близко друг к другу и подождать. В итоге они самопроизвольно, без какой-либо внешней силы, словно по мановению волшебной палочки, должны сблизиться. И все за счет пустоты. Причина в неограниченном источнике вибраций в вакууме пространства-времени. Явление, сходное с эффектом Казимира, наблюдалось еще в XVIII веке французскими моряками. Они видели, как два корабля, раскачивающиеся из стороны в сторону от сильных волн, но слабого ветра, сближались и сталкивались друг с другом. Процесс происходил в результате интерференции волн или особенностей их взаимодействия. Этот эффект приводил к взаимному усилению волн в одних точках пространства и ослаблению в других точках,
в зависимости от разности фаз в этих местах. Так вот, в случае с кораблями в пространстве между ними прекращалось волнение. Спокойное море между судами создавало меньше давления, чем волнующиеся с внешних бортов. В результате возникала сила, стремящаяся столкнуть корабли бортами. Спустя 25 лет физикам удалось проникнуть в суть эксперимента Казимира и окончательно его объяснить. Разгадку позволила получить квантовая теория. Квантовые поля и их вибрации лежат в основе современного понимания физики, от субатомных взаимодействий до эволюции всей Вселенной. В этой картине мира бесконечная энергия пронизывает космический вакуум. В научной фантастике существует множество описаний ее применения. В частности, это топливо для звездолетов или других типов космических аппаратов. Теперь оказалось, что такие идеи могут стать реальностью. Один из уроков квантового мира заключается в том, что частицы, такие как электроны, фотоны, нейтрино, не являются тем, чем кажутся. Каждая из них представляет собой часть гораздо большей и сложной сущности. Эти грандиозные структуры называют квантовыми полями, которые впитывают каждый кусочек пространства и времени. Для каждого вида частиц существует свое квантовое поле. Одно для электронов, другое для фотонов и так далее. Когда поля вибрируют, появляются частицы, а когда затихают, исчезают. То есть то, что мы называем частицами, является локализированной вибрацией квантового поля. Квантовые поля неспокойны постоянно, даже если их вибраций недостаточно, чтобы создать частицу. Если вы возьмете коробку и вытряхнете из нее все содержимое, до единого электрона, фотона, нейтрино, коробка все равно будет заполнена их квантовыми полями. Поскольку поля вибрируют даже изолированно, это означает, что ящик наполнен невидимой энергией вакуума. И таких вибраций существует бесконечное множество, и получается, что настоящего вакуума, каким его представляли раньше, не существует. Он из чего-то состоит и обладает собственной энергией. В течение нескольких лет ученые изучали возможность ее получения. Недавно выдан патент на устройство, которое улавливает электрический заряд двух металлических пластин и заряжает аккумуляторную батарею. Чтобы непрерывно получать энергию множества металлических пластин, в нем закреплено вокруг ядра и вращается как гироскоп, прибор типа юлы. Устройство позволяет определить изменение положения движущегося объекта. Этот экспериментальный прибор можно использовать в качестве генератора. В Университете Колорадо в Болдере исследовательская группа также разработала установку, которая генерирует электрический ток между двумя металлическими слоями. Конечно, пока вакуумная энергетика находится на начальном этапе развития, но все больше ученых интересуются этой перспективой. Специалистов привлекает в частности то, что энергия вакуума может привести к появлению прорывных нанотехнологий и даже в перспективе поможет реализовать фантастическую идею левитации – способность подниматься в воздух или парить там как бы в невесомом состоянии. В целом активность ученых в области космической энергетики, как считают эксперты, тоже постоянно растет. А вместе с этим крепнет надежда, что рано или поздно мы овладеем практически неиссякаемой природной силой. Это может быть гелий-3, излучение звезд, черных дыр, мощь сверхновых или что-либо еще. Наша жизнь все равно кардинально изменится. Давайте на минуту представим, что нам это принесет. Вот пара самых простых моментов. Проезд в транспорте сразу подешевеет, а через месяц придет приятно похудевший счет за электричество. Больше не надо будет и покупать дорогие энергосберегающие лампы. Всегда выключать свет при выходе из комнаты в целях экономии. Собственно, этим часто и ограничиваются наши мечты. Но важнее, что войны потеряют смысл, поскольку большинство из них ведется за энергетические ресурсы. Также отпадет необходимость в предприятиях по нефти и газу, благодаря чему воздух в городах очистится от смога. Раз и навсегда решится проблема мирового голода, ведь сегодня энергия составляет примерно половину стоимости пищи. Наконец, при неограниченных ресурсах ученые сумеют создать аппараты для межзвездных перелетов, и это очень привлекательно для нас, космических путешественников.
Тогда мы наконец-то получим возможность забраться буквально на край света, колонизировать другие планеты. Словом, наступит космическая эра изобилия и небывалого расцвета научно-технического прогресса. Если только мы опять сами себе в чем-то не навредим.